Вопреки стереотипу о ученом-атеисте, Тесла всю жизнь интересовался вопросами духовности. Его взгляд на природу Бога, Духа и Вселенной не вписывался в рамки традиционной религии. Тесла отвергал догматические представления о Боге как о «старце на облаках», но при этом твердо верил в существование высшего разума и гармонии в устройстве мира. Тесла говорил о Боге не как о личности в человеческом понимании, а как о универсальной силе, источнике энергии, разума и движения, пронизывающем всю Вселенную. В его представлении духовность была не вопросом поклонения догмам, а актом глубокого научного постижения скрытых законов мироздания. По мнению Теслы, наука и духовность не должны противостоять друг другу. Настоящая наука — это путь к пониманию божественного порядка через изучение материи, энергии и вибраций. Он писал: «Великий двигатель Вселенной — это не слепая сила, а разум и сознание, сотворившее порядок из хаоса». Такое восприятие мира отличало его от многих ученых его времени, сосредоточенных исключительно на материальном аспекте реальности. Тесла всегда подчеркивал важность интуиции и озарения в процессе научного открытия. Он утверждал, что его величайшие идеи приходили внезапно, как вспышки света, из какого-то глубинного источника за пределами обычного рационального мышления. Эти переживания он трактовал как контакт с тонкими уровнями реальности, где, по его мнению, действует та самая духовная сила, которую многие называют Богом. Он считал, что каждый человек потенциально способен подключиться к этому источнику через развитие внутренней чувствительности и высшего мышления. Отношение Теслы к религии было сложным. Он с уважением относился к Иисусу Христу как к великому учителю, но критиковал институциональные церкви за то, что они искажали изначальное учение любви и истины в пользу власти и контроля. Тесла верил, что истинная вера должна основываться не на страхе наказания или ожидании награды, а на стремлении к пониманию гармонии и законам природы, созданным высшим разумом. Он писал: «В каждом живом существе живет божественное. Мы — часть великой симфонии Вселенной, а наука — лишь инструмент для ее понимания». Таким образом, Тесла воспринимал духовность не как слепое поклонение, а как осознанное участие в гармонии мира через постижение его законов. Интересно, что Тесла активно занимался разработками в области беспроводной передачи энергии, резонансных систем и концепций свободной энергии. Он полагал, что в будущем люди научатся напрямую использовать энергию эфира, универсальной среды, наполненной невидимыми волнами и вибрациями. Именно эту энергетическую основу мироздания он отождествлял с проявлением божественного духа. Тесла видел человека как существо, способное не просто использовать физические законы, но и сознательно взаимодействовать с фундаментальными энергиями Вселенной. Он говорил, что однажды человечество поймет, что материя и дух — это разные проявления одной и той же реальности, основанной на вибрации и резонансе. Он предсказывал: когда наука начнет изучать нематериальные явления, она сделает больший прогресс за одно десятилетие, чем за все предыдущие века своего существования. Эта фраза стала программной для всех, кто сегодня исследует границы между наукой, духовностью и мистикой. Подход Теслы к духовности был предельно практичным. Он искал не образы и символы, а реальные механизмы связи человека с универсумом. Его жизнь показывает, что вера в невидимые законы мира не мешает быть величайшим ученым, а наоборот, усиливает понимание природы бытия. Суммируя, Никола Тесла был ученым-мистиком в полном смысле этого слова. Человеком, который соединял строгую науку с глубоким духовным мировоззрением. Его вера в существование высшего разума, проявляющего себя через законы природы, стала основой всех его исследований, открытий и философии жизни. Никола Тесла на протяжении всей жизни проявлял глубокий интерес к понятию Бога, однако его взгляды сильно отличались от традиционного религиозного восприятия. Он отвергал антропоморфный образ Бога как существа, наделенного человеческими чертами характера, гнева, милости, ревности или прощения. Для Теслы Бог был не личностью в религиозном понимании, а универсальным принципом разума, энергии и гармонии, который пронизывает всю Вселенную. Тесла писал: «Мой мозг всего лишь приемник.
Во Вселенной существует ядро, из которого мы черпаем знания, силу и вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует. Эта цитата отражает основную идею Теслы о Боге. Это единый разум, не локализованный, не имеющий человеческих качеств, а представляющий собой бесконечный источник энергии, информации и творческого импульса. Бог как разумная энергия. Для Теслы Бог — это разумная сила, управляющая законами природы, основа всех проявлений материи и жизни. Он верил, что все физические явления, от движения планет до работы человеческого мозга, подчинены единым гармоничным законам, которые можно открыть и понять через науку. Бог для него был ближе к понятию всеобъемлющего сознания или вибрационного поля, чем к образу божества, описанного в традиционных религиях. Тесла критиковал попытки придать Богу человеческую форму. Люди приписали Богу человеческие качества, чего он лишен. В действительности Бог — это энергия, присутствующая повсюду, связывающая все воедино. Отношение к религии. Тесла уважал религиозные чувства, но видел большую опасность в догматизации духовного поиска. Он утверждал, что многие религии утратили свою изначальную суть, подменив живую связь с божественным механическими обрядами и страхами. Для него вера не была вопросом следования обрядам или текстам. Вера, по его мнению, должна проявляться через понимание устройства мира, стремление к правде, внутреннюю гармонию и развитие разума. Тесла не отвергал существование Бога, но настойчиво выступал против примитивных представлений о нем как о сущности, карающей и вознаграждающей в зависимости от выполнения ритуалов. Бог и природа. Тесла воспринимал природу как прямое проявление божественного. Он писал, что изучение законов природы — это путь к познанию Бога. Каждое открытие в науке приближает нас к пониманию строения Вселенной и природы Бога. Таким образом, он считал, что наука и духовность не враги, а союзники на пути к истине. Познание физических законов — это не просто технологический прогресс, а способ прикоснуться к высшему порядку, заложенному в мироздании, идея о Вселенной как едином организме. Тесла придерживался представления о Вселенной как о живом организме, пронизанном энергетическими потоками. В его модели реальности все связано, все взаимодействует через вибрацию и резонанс. Бог с этой точки зрения — это не наблюдатель, а активная, но безличная сила, через которую существует сама жизнь. Если вы хотите понять Вселенную, думайте о ней в категориях энергии, частоты и вибрации. Это высказывание ясно показывает, что Тесла связывал фундаментальные принципы мироздания напрямую с божественным. Духовная практика Теслы. Хотя Тесла не был религиозным в традиционном смысле, он всю жизнь практиковал своеобразную духовную дисциплину, постоянное саморазвитие, отказ от вредных привычек, стремление к чистоте мышления, осознание единства всего живого. Его духовность была деятельной, основанной на постоянной работе ума и сердца, а не на формальных молитвах или церемониях, Бог и мораль. Тесла считал, что мораль должна основываться не на страхе наказания в загробной жизни, а на понимании единства всех существ. Поскольку вся Вселенная связана, причинение зла другому — это нанесение вреда самому себе. Эта мысль выводит мораль за пределы религиозных рамок и делает ее универсальным законом бытия. Критика материализма. Тесла был резким критиком материалистического мировоззрения, сводящего человека лишь к биологическому организму. Он верил, что человек — это гораздо больше, чем тело. Это сознательная энергия, способная к восприятию, творчеству и эволюции. Отрицание духовной стороны реальности, по его мнению, приводит к деградации общества, утрате истинных целей существования. Настоящий Бог глазами Теслы. Для Николы Теслы Бог — это универсальный разум, вечная энергия, невидимая структура гармонии, источник всех форм жизни и движения, принцип высшего порядка, к которому стремится все сущее. Он не требовал поклонения, он не карал и не награждал. Бог, по Тесле, был вечной творческой силой, с которой человек может соединиться через любовь к истине, науку и осознание своей духовной природы.
Никола Тесла был одним из первых ученых, кто смотрел на реальность не только через призму механических процессов, но и через понимание глубинных невидимых сил. Его представление о структуре мира значительно опережало научные концепции своего времени и удивительным образом перекликалось с идеями, которые современные физики начали формулировать только в 21 веке. Реальность как поле энергии. Тесла воспринимал Вселенную не как совокупность отдельных объектов, а как единое поле энергии, в котором все связано и взаимодействует. Он считал, что материя — это не что-то твердое и неизменное, а проявление энергетических процессов в определенных вибрационных режимах. Тесла утверждал, то, что мы называем материей, есть просто энергия в замедленном состоянии вибрации. Таким образом, все существующее от мельчайших частиц до гигантских галактик представляет собой разные уровни вибраций единой энергии. Эфир, как основа бытия, центральным элементом в мировоззрении Теслы был эфир, невидимая среда, заполняющая все пространство и обеспечивающая передачу света, тепла, электричества и всех форм энергии. По его представлению, эфир обладает сверхтонкой структурой. Через эфир передаются все виды волн и вибраций. Эфир связывает между собой все объекты во Вселенной. Тесла был убежден, что именно эфир является посредником между материальным миром и духовными процессами, что делает его основой структуры реальности. Он писал, «Вся материя существует за счет действия силы. Мы должны предположить наличие сознательной и разумной силы за этой силой. Эта сила — это дух Бога, а эфир — его физическая манифестация, вибрация как основной закон мира». Тесла постоянно подчеркивал важность вибрации. Все, что существует, вибрирует на своей частоте. Каждая форма жизни, каждая мысль, каждый предмет — это вибрация определенной длины и силы. Изменение частоты вибрации меняет форму проявления. Он говорил, если вы хотите понять тайны Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации. По его мнению, все в мире — это гармоническая игра волн, и те, кто научится понимать и управлять вибрациями, смогут контролировать материю, энергию и даже собственную судьбу. Полярезонанс. Тесла открыл, что различные объекты могут входить в резонанс друг с другом, усиливая или ослабляя вибрации. Этот принцип он применял в своих изобретениях, от беспроводной передачи энергии до создания вибрационных устройств. По его мнению, реальность построена на сложных взаимодействиях вибрационных полей. Сильные поля могут изменять структуру материи. Сознание человека способно воздействовать на окружающие вибрации через намерение и фокус. Высокочастотные вибрации приближают сознание к более тонким духовным уровням реальности. Резонанс в мировоззрении Теслы — это механизм связи между всеми частями Вселенной. Мыслящий космос. Тесла считал, что сама Вселенная обладает разумом. Он не представлял космос как мертвую пустоту, а скорее как живую, мыслящую сущность, в которой каждая частица, каждая энергия несет в себе элемент сознания. Он писал, «Вселенная — это пульсирующее, осознающее свое существование существо». Идея мыслящего космоса была революционной для науки его времени и удивительно точно предвосхитила современные гипотезы о Вселенной как голографическом информационном пространстве. Реальность как поток информации. Хотя в свое время Тесла еще не мог использовать терминологию информационного поля, его идеи подразумевали именно это. Вся реальность — это динамический поток энергии и информации. Материальные формы — это проявление узоров этих потоков. Изменяя свое внутреннее состояние, человек способен менять свою реальность. Иными словами, для Теслы окружающий мир был подобен океану живой информации, который можно изучать, понимать и взаимодействовать с ним через науку и духовное развитие. Наука и духовность в структуре мира. Тесла стремился объединить научное исследование и духовное понимание в единую картину мира. Наука должна изучать не только материальные явления, но и тонкие энергетические процессы. Духовность должна основываться на знании реальных законов природы, а не на слепой вере. Такое объединение, по его мнению, приведет к новому этапу развития человечества – гармонии технологий и духовной эволюции. Он предсказывал, научный прогресс в изучении невидимого будет открытием величайшей истины – истины о реальности духа, стоящего за материей. Вывод.
Структура реальности, по Тесле, это единое энергетическое поле, эфир как основа всех процессов, вибрация как фундаментальный закон существования, резонанс как механизм взаимодействия, мыслящий космос, наполненный сознанием и гармонией. Тесла видел мир не как механическую машину, а как живой, осознающий себя организм, в котором все взаимосвязано и движется в танце энергии и вибрации. Его взгляд на реальность был одновременно научным, мистическим и глубоко духовным. Никола Тесла неоднократно подчеркивал в своих размышлениях: большинство людей глубоко заблуждаются в понимании Бога. Его критика касалась не веры как таковой, а примитивного, искаженного образа Бога, который веками насаждался обществу через страх, догмы и ограниченные религиозные интерпретации. Ошибка номер 1. Антропоморфный образ Бога. Первая фундаментальная ошибка, по мнению Теслы, заключается в представлении Бога как человеческой личности с эмоциями, желаниями, настроениями и склонностью к суду. Он считал, что человек наделил Бога своими чертами, гневом, ревностью, прощением, желанием наказать или наградить, и тем самым сильно упростил и исказил суть божественного начала. Тесла утверждал: истинный Бог не человекоподобен, он — разум и энергия, стоящие за всеми проявлениями существования. Для него Бог был вселенской силой порядка, творения и гармонии, а не личностью, вмешивающейся в человеческие дела. Ошибка номер 2. Страх перед Богом. Второй глубинной ошибкой Тесла называл страх как основу веры. Он утверждал, что миллионы людей верят не из любви к истине, а из страха перед наказанием. Религиозные институты веками эксплуатировали этот страх, чтобы контролировать массы. Тесла отмечал, что страх перед адом, страх перед гневом Бога и страх перед карой за грехи делают веру не живой связью с божественным, а актом подчинения и рабства. Он считал, что истинная духовность должна рождаться из стремления к гармонии с Вселенной, а не из ужаса перед наказанием. Ошибка номер 3. Разделение духа и науки. Тесла также критиковал представление о том, что Бог и наука несовместимы. Во времена Теслы доминировала идея, что вера — это иррациональное чувство, а наука — строго рациональный процесс, исключающий духовность. Тесла разрушал эту ложную дихотомию. Он верил, что наука должна изучать проявления Бога через законы природы, а не отвергать их. И наоборот, истинная духовность должна стремиться к пониманию устройства мира, а не к слепой вере в чудеса. Тесла писал: «Религия без науки слепа, наука без религии ущербна». Эта мысль созвучна идеям других великих умов, но Тесла акцентировал ее особым образом, через идею вибрации и энергии как универсального языка Бога. Ошибка номер 4. Ожидание внешних чудес. Тесла указывал, что многие люди ожидают от Бога внешних чудес, вмешательства в жизнь, исполнения просьб и наказания врагов. Он считал это инфантильным пониманием. Бог не нарушает естественные законы ради чьих-то желаний. Чудо в понимании Теслы — это открытие скрытых закономерностей природы, а не нарушение ее порядка. Истинное чудо — это гармония мироздания, а не вспышки магического вмешательства. Ошибка номер 5. Неспособность увидеть Бога в природе. Тесла подчеркивал, что люди привыкли искать Бога где-то вне себя, на небесах, в церквях, в особых ритуалах, но при этом игнорируют проявления Бога в самой природе, в законах физики, в гармонии движения планет, в структурах жизни, в силе мысли и интуиции. Он утверждал, что каждый акт научного открытия — это акт соприкосновения с божественным порядком. Тесла писал: «Если бы люди могли видеть Бога в каждом законе природы, они бы поняли, что живут в Его храме каждую секунду своего существования». Ошибка номер 6. Игнорирование собственной духовной силы. Тесла считал, что люди ошибаются, представляя себя маленькими, беспомощными существами, полностью зависящими от воли внешнего Бога. На самом деле, он утверждал, что каждый человек носит в себе искру той самой универсальной силы, которую называют Богом. Эта искра проявляется в интуиции, в творчестве, в стремлении к познанию, в любви и сострадании. Тесла верил, что пробуждение этой силы внутри себя и есть путь к настоящему единству с Божественным. Почему важно исправить эти ошибки?
По мнению Теслы, неправильное понимание Бога приводит к страху перед жизнью, замыканию сознания в догмах, отчуждению от природы, потере научного и духовного развития. Он верил, что только осознание Бога как вселенской энергии и разума, только признание внутренней связи с этим источником может вывести человека на новый уровень сознания и развития. Вывод. Тесла учил, что Бог — это не личность, а разум и энергия, пронизывающие всю реальность. Страх перед Богом разрушает истинную веру. Наука и духовность должны быть объединены. Настоящее чудо — это познание природы. Каждый человек — носитель части божественной силы. Понимание Бога не должно быть основано на страхе или ожидании чудес, а на осознании великой гармонии, в которой живет и развивается весь мир. Идеи Николы Теслы о Боге, Духе и устройстве реальности способны кардинально изменить наше восприятие жизни, если рассматривать их не как абстрактные размышления гения прошлого, а как практическое руководство к внутреннему развитию. Его подход разрушает традиционные границы между духовностью и наукой, между материальным и нематериальным, предлагая человеку новый способ существования, основанный на осознанности, интуитивном понимании законов Вселенной и уважении к невидимой структуре бытия. Вместо того, чтобы видеть в Боге далекую личность, выносящую приговоры, человек, следуя взглядам Теслы, начинает воспринимать божественное как живую, вездесущую энергию, проявляющуюся через вибрации, мысли, законы природы и саму ткань реальности. Это восприятие рождает не страх, а глубокое чувство сопричастности к бесконечному процессу жизни. Осознание себя частью этой огромной энергетической системы стирает иллюзию разделенности, одиночества и бессмысленности существования. Научное понимание духовных процессов, на которое указывал Тесла, открывает перед современным человеком принципиально новую задачу. Не просто выживать и искать личные выгоды, а развивать в себе способность воспринимать тонкие уровни реальности, учиться работать с энергией мыслей, эмоций и внутренней вибраций. Человек перестает быть жертвой обстоятельств и становится соучастником великой симфонии мироздания, чье сознание способно влиять на процессы внутри и вокруг себя. Когда человек осознает, что материя — это только проявление более глубокой энергетической реальности, он начинает иначе относиться к себе, к другим людям и к планете. Ответственность за мысли, слова и действия приобретает не внешнюю, социальную окраску, а становится внутренней необходимостью. Разрушая гармонию вокруг, человек разрушает ее внутри себя, а стремясь к свету, он поднимает уровень вибрации всего окружающего мира. Это приводит к кардинальному пересмотру целей жизни. Вместо погони за иллюзорными материальными достижениями акцент смещается на внутренний рост, развитие сознания, расширение восприятия реальности. Тесла показывал, что истинное чудо — это не нарушение законов природы, а их глубокое понимание и гармоничное использование. Развивая научный подход к миру и одновременно открывая сердце для восприятия духовной реальности, человек приближается к настоящему могуществу, способности жить в единстве с бесконечной энергетической системой Вселенной. Эти идеи актуальны сегодня как никогда. Мир, погруженный в технологический прогресс без духовного фундамента, сталкивается с кризисами, внутренней пустотой, разрушением природных систем. Мы стоим на пороге необходимости объединить научное знание и духовное восприятие в единую цельную картину. Именно то, о чем предупреждал Тесла. Развитие без понимания глубинных законов бытия приводит к деградации. Он верил, что будущее человечества связано не столько с техническими открытиями, сколько с внутренним преображением сознания. Осознание, что каждая мысль — это волна в общем океане энергии, что каждый человек — это канал божественного разума, изменяет не только личную жизнь, но и строит основу для нового общества, где господствует не страх, разделение и борьба, а сотрудничество, понимание единства и уважение к невидимой стороне жизни. Такую цивилизацию мечтал увидеть Тесла. Цивилизацию, где каждый человек осознает себя частью великого пульса Вселенной и будет жить не из страха, а из любви к истине и свету.